Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о планшете Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Кстати, на него сейчас и снимается вход в этот ролик. Первое, что бы я хотел отметить, то что на данный момент единственное аудио пишется через петличку. Планшет потребляет петлички от Rode, второго Wireless. Второе, что бы я хотел отметить, качество съемки данного планшета, возможно, будет отличаться от вашего, потому что это Mi Pad 5 Pro, не версия 5G. В версии 5G основная камера на 50 мегапикселей, здесь она только на 13 мегапикселей. Третье, всем, кому интересно сравнение с iPad третьего поколения данного планшета, на канале для стримов я его уже делал. Если вы хотите краткий обзор с этим же сравнением, можете написать в комментариях, я его обязательно сделаю, но, к сожалению, либо к счастью, Xiaomi рядом не лежала, вот прямо совсем. Если фотографировать, да, если в ручках держать, однозначно нет. Играть кайф, 120 Гц экран, процессор топ 870, Snap тащит, не перегревается, автономность по PC-марку 7 часов 41 минута, притом на максимальной яркости, при экране в 120 Гц. Смотрим. 966 на YouTube, меня зовут Саня, выгружаю минимум 5 обзоров в неделю, чаще 7. Каждый день есть что посмотреть. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов в описании. Розыгрыши проходят 30 числа каждого месяца на стриме на канале для стримов. А сегодня я расскажу вам о планшете Xiaomi Mi Pad 5 Pro. И, к сожалению, это китайская версия, глобальной версии не будет. Вчера была презентация, которую я, кстати, перевел, и на основном канале есть обзор. 6 минут, 6 девайсов. Презентация сентябрь Xiaomi. Полетели. Пришла коробка не совсем в хорошем состоянии, хоть картоны плотные, но углы помяты все. Оформление коробки черное, матовое, вставками надписей в цвете розовое золото. Достаточно минималистичное, с маленьким количеством спеков. Как только открываешь коробку, первое бросается не в глаза, а в нос — это лютый запах клея. В комплект входит планшет, кабель для зарядки USB Type-C, блок питания на 67 Вт, переходник Type-C на мини-джек и руководство пользователя, в котором нет русского языка. Само собой, так как это китайская версия. Летим дальше. Поставляется Mi Pad 5 Pro в двух цветах, белый и черный. На это дело в презентации сделали особый упор, что это фантастически нереальный белый и нереальный черный цвет. Я не знаю, что они имели в виду, но человек рассказывал об этом 10 минут. Также есть версия 5G, у меня версия Wi-Fi. Сразу хотелось сказать, что габариты у него не такие уже большие. Размеры составляют 167 мм на 255 мм и 7,4 мм толщину без камеры и 9,4 мм с блоком камер. А весит он 520 граммов, что на где-то 50 граммов больше, чем iPad Pro на 11 дюймов третьего поколения на M1. Рамки по корпусу изготовлены из алюминия, тыльная часть изготовлена из композитного термопласта и имеет матовую текстуру. Кстати, во время презентации сообщили, что все девайсы Xiaomi фактически на 80% состоят из переработанных материалов, так что радуйтесь те, кто за природу. И по этой причине несовершенна маркая у него текстура, по этой тоже. В руках без чехла он скользкий, что не есть хорошо, хоть и планшет приятный тактильно. Я, кстати, купил на него чехол, и он убогий за 600 рублей. Не убогий идет мне за 6500 с клавиатурой, и по сравнению с клавиатурой, которая идет у iPad за 27 тысяч, по цене планшета это прямо вау. Надеюсь, что он будет отличным. На корпусе расположена кнопка блокировки с встроенным датчиком отпечатка пальца. К слову, здесь также есть разблокировка по лицу. Работает быстро. Далее качель регулировки громкости, магнитная полоска для пера, через которое, кстати, перо может заряжаться, коннектор для клавиатуры, микрофоны, разъем USB Type-C, 4 сдвоенных динамика отличного качества, итого их 8, и звучат они топово. Плюс на борту есть Dolby Atmos, разумеется. Люфт у физических кнопок есть, хоть и незначительный. С лицевой части расположен 11-дюймовый дисплей с IPS-матрицей с разрешением 2560 на 1600 точек. AMOLED они зажали. Здесь IPS. Плотность пикселей 276 ppi, что очень даже скромно. Пиковая яркость около 500 нит, на 20% меньше яркость, чем у наших любимых iPad'ов. Поддержка DCI P3, 8-битная глубина цвета, контрастность 1500 к 1, HDR10, True Tone и Dolby Vision. В сравнении с iPad 11 Pro экран конкретно бликует, хотя олеофобка просто супер. Частота обновления Mi Pad 120 Гц, тач здесь на 360 Гц, на 240 Гц отклик пера. Олеофобка хороша, но царапинами экран покрывается просто моментально, в отличие от того же iPad. 2К разрешение, калибровать экран, конечно же, можно, картинка равномерна, автояркость работает отлично, без резких перепадов не в тему. Но вот в солнечную погоду самой яркости мне лично не хватает, в отличие
отличие от iPad. Еще раз, это не реклама iPad, iPad стоит в 2,5 раза дороже. По разным углам тон картинки слегка бросает в теплый, мультитач на 10 пальцев есть. Также с лицевой части расположена фронтальная камера очень маленького размера, и так как она находится не на экране, во время использования вообще неприметно. Рамки большие, симметричные. При переориентации с горизонтального в вертикаль планшет слегка подтормаживает. Летим дальше. Оснащен данный девайс с процессором Qualcomm Snapdragon 870 с технологией 7 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, видеопроцессор Adreno 650 на 670 МГц, интерфейс на основе Android 11, оболочка MIUI for Mi Pad, основана на MIUI 12.5, к сожалению. Google сервисы работают здесь из коробки. В китайской версии прошивка только на английском языке, и глобалки, повторяюсь, не будет. И я не уверен, что можно будет поставить глобалку, потому что ее нет. Они презентовали в глобалку только Mi Pad 5. Оперативная память LPDDR5 доступна на 6 гигабайт, есть варианты на 8. Встроенная UFS 3.1 и доступна либо 128, либо 256. Расширить SD-картой ее нельзя. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6, SIM вставить нет возможности, но есть версия с SIM-картой, и там, кстати, намного лучше основная камера планшета для версии с симкой на 50 мегапикселей. Вибра нет опорная, Bluetooth версии 5.2, NFC, разумеется, нет. Тест GPS показал точность 6 метров, что печально. Емкость аккумулятора 8600 мАч. Все тесты он прошел на ура. В PC-марке выдал 7 часов 26 минут и осталось еще 20%. Заряжается с нуля до сотки от родного адаптера питания за 75 минут, что хорошо. При просмотре видео за час улетает 10%, в играх за час в среднем 15%. Тротлинг-тест прошел превосходно, максимально 320, средний 299 гипсов на 100 потоках за 15 минут. Результаты 3D-марка ожидаемые. Wildlife Extreme 1225, Wildlife Extreme Stress Test 1225, Wildlife 4268, Wildlife Stress Test 4271, Slingshot Extreme и Slingshot, как вы ожидали, на максималках. В Antutu показал он 704 тысячи попугаев, Storage тест показал скромные 57 тысяч, что странно. Стресс-тест прошел он хорошо, температура выше 40 градусов не взлетала, бенчмарк норм. В Revolution на максимальной графике выдает 57 FPS в среднем и нагревается до 33 градусов, что не особо и много. В танках при высоких настройках графики температура не поднимается выше 33 градусов и стабильно выдает 60 FPS, а также проверяла я его в Genshin Impact на максимальной графике 60 FPS, по тесту выдает в среднем 57 FPS и нагревается до 35 градусов. Играть не особо удобно после смартов из-за габаритов, но опять же можно кнопочки передвинуть и станет все хорошо. Плюс к большим размерам привыкают все быстро. По факту максималка почти на всем, 60 FPS практически в любых играх. Геншинг на максималках подфризивает даже на средней графике. Marvel Future Revolution, MC vs Call of Duty Mobile не вылетает. При играх очень быстрый нагрев, как раз в Геншинге просадка от нагрева происходит. Основной блок из двух камер с тыльной части на 13 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Есть модуль глубины и электронная стабилизация. Фронтальная камера на 8 мегапикселей, максимальное разрешение для видеосъемки фронталки 1080p 30 FPS. И то ночью почти бесполезно, хотя и днем шикарной съемку не назовешь. Но планшеты в принципе не про хорошую камеру. Примеры вы сейчас увидите. Видео 4К 30 FPS, основная камера. Напоминаю, что это не версия 5G. Здесь не 50 мегапикселей с одной стороны, с другой стороны. Ну, снимает днем она тоже не ужасно. К сожалению, ввиду того, что я живу в Петербурге, особо ждать солнца не стоит, чтобы сказать вам, что вот идеальная погода. Но это с одной стороны. С другой стороны, в принципе, в таких условиях в основном в Российской Федерации мы и снимаем. В целом камера, учитывая ее автофокус, который здесь не супер, к сожалению, учитывая то, как она снимает, обычная планшетная, не стоит от нее многого ждать. Максимум у нас, кстати, X6. Ну и стандартное мыло при XT6, допустим, X3 сделаем. Не легче. Не легче, надеюсь, ролик вы смотрите на телефоне, чтобы вам казалось, что все хорошо. Тест фронтальной камеры. Камера у нас от Mi Pad Xiaomi 5 Pro. Не путать с Mi Pad 5, либо 5 Pro, который является с версией 5G. Что я хочу сказать о фронталке. Фронталка здесь стандартная, то есть экспозицию вы видите, точнее не видите. И цветопередача, в принципе, меня, кстати, устраивает. Если говорить о том, каким образом камера передает цвет лица, как пишет она звук, вы слышите, микрофоны и динамики меня здесь радуют. Про картинку промолчу. Основная камера здесь на 13 мегапикселей. Вот так она снимает ночью, если это можно назвать съемкой.
Логично, что с двух рук. Вечернее время, я бы сказал, абсолютно бесконечная печаль и одно сплошное мыло. Фронтальная камера на 8 мегапикселей, съемка с одной руки. Понятно, что планшеты никто не покупает для того, чтобы вести видеосъемку с них, но если вы решите, допустим, разговаривать через WhatsApp, через видео, через этот планшет, ночью на улице будет у вас вот такая картинка. Роллинг шаттер на экране имеется, я посмотрю потом на компьютере, есть ли он или нет. Сзади мыло, впереди мыло. Волосы вы видите, как прорисованы. Ну, печаль. Что можно хотеть от фронталки у Xiaomi? Тем более на планшете. Минусы: нет возможности вставить SIM, что логично, это версия Wi-Fi. В комплекте не идет защитная пленка, которая вам, если честно, по мне понадобится. Нет индикатора уведомлений, нет возможности расширить память с помощью SD-карты. Экран бликует, и яркость у него на 20% меньше, чем у того же iPad Pro 3-го поколения. Плюс ко всему, не факт, что на китайскую версию можно будет накатить глобал, фактически не будет. 99%, что не будет. Довольно сложно все с аксессуарами. Пока не идеально работает по отзывам Перо. Довольно сложно купить клавиатуру, потому что она в дефиците, как и сами планшеты. И цена по ссылке в описании к видео в районе $500 плюс-минус, плюс таможенный налог. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Если вдруг появятся скидки на момент вашего просмотра или промики, я туда это дело обязательно скину. Кстати, у меня был стрим, посвященный сравнению iPad Pro и Mi Pad. Посмотрите на лайв-канале, я думаю, многим будет интересно, по ссылке в правом верхнем углу. Резюмирую, мне нравится использовать подобные девайсы, как переносной ноутбук, так как планшету покупаешь клаву и перо, и у тебя уже мини-замена ноута, притом в каком-то смысле даже лучше, чем ноут. Конечно, подойдет это дело не для всех, но как обычному пользователю попечатать и посмотреть на просторах интернета мои обзорчики самое то. Mi Pad 5 Pro меня приятно удивил с какой-то стороны, но ценник реально кусается. К слову, если собирать полный комплект, клава к нему стоит 6500 рублей, хоть это и не так дорого, как у Apple продукции, но все же. И перо около 5000. А насчет пера я молчу, так как сам заказывал себе не оригинал за 1500 рублей, в принципе радуюсь, можно и купить его. Пишите в комментариях свое мнение по поводу данного устройства, а на моем лайв-канале, еще раз повторяюсь, уже есть ролик сравнения с iPad. Если напишите, наверное, продолжу его использовать для того, чтобы рассказать вам, что с ним произошло где-нибудь через месяца 3. Девайсу однозначное да, несмотря на ценник, потому что аналогов-то 120 Гц, пусть даже с IPS, мало. Если бы не MIUI, я бы сказал, что прям мега топчик. А так просто девайсу да. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом, пишите, что еще купить на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.